Мое знакомство с Евангелионом началось с аниме 95-го года выпуска. Уже думая о том, что произведение вышло более 20 лет назад и все еще сохранило свою актуальность, можно узнать в нем понятие классики. Ведь действительно, тема, затронутая Евой, до сих пор становилась еще более актуальной, чем раньше. Смотря первую серию, уже можно почувствовать неудобство и желание перестать смотреть. Сцены буквально давят на зрителя, заставляя его испытывать дискомфорт. А потом начинаются динамические сражения с ангелами, которые абстрагируют зрителя от этих самых долгих и сложных моментов серии. Примерно так Ева и раскрывает свой сюжет. После очередного такого эпизода можно уйти в себя на часы раздумья с целью поиска ответа на вопрос, который поставила эта часть серии или сцена. Посмотрев все аниме и фильм, можно почувствовать негодование по поводу концовки или обратное. Тут все дозволено интерпретировать по-разному, и каждый сможет увидеть что-то другое. Вот так и началось мое знакомство с Евой. Спустя пару лет я нашел мангу, которая в начале экранизации была первоисточником, но перестала таковым являться, когда аниме ушло вперед манги, начав самостоятельно продолжать сюжет. Если вы не читали мангу, думаю, вам стоит это сделать как минимум за тем, чтобы вспомнить или узнать, о чем был Евангелион. В манге я ощутил большую завершенность сюжета, где были до конца поставлены все точки, которых мне и не хватило в аниме. Там всего около 100 глав, и это не так много. Она закончилась относительно недавно, начав выходить в 95-м, когда последняя глава вышла лишь в 2014 году. За почти 20 лет вышло лишь 100 глав. В One Piece вышло почти 1000 глав за такое же время. Не знаю, какие причины тормозили выход новых глав, но надеюсь, что так было нужно. Перечитывая мангу Евы во второй раз, я начал обращать свое внимание на разницу в ходе сюжета и наличие некоторых фактов, которые явно не пересекались с аниме. Главное отличие этих двух Ев в финале. Там, где действий было столько, что упуская одно облако с текстом или одну немую сцену, можно было перестать понимать все происходящее. Лично мне больше понравилась манга, которая вместо эмоционального повествования, как в экранизации, уходила глубже в смысл. Хотя грань в Еве между смыслом и эмоциями настолько тонкая, что можно просто перепутать их. Одно порождает другое. Эмоции способны созидать смысл к действию, как чувство голода мотивирует нас поесть. Но возможно и обратное. К примеру, мы старались и стали довольны результатом наших усилий. Теперь действие породило эмоции, чувство удовлетворения. Мы не можем просто взять и сделать что-то, не зная зачем. Нам нужен смысл. Его мы находим, если у нас есть интерес. Чувства мы можем получить как следствие действий, которые способны мотивировать нас и являться одновременно смыслом наших действий. Вот на таких тонких гранях я и залипал. На самом деле это лишь один пример, а в Еве их можно найти очень много, буквально в каждой серии. Может, кому-то больше понравится аниме, но я как-то пристрастился к манге, думаю, лучше будет оценить обе работы. По Евангелиону также существуют экранизации в виде фильмов, в которых сюжет ушел так далеко в сторону, что фильмы можно считать другим произведением, только с теми же героями. Если бы я составил список лучших Ев, то на первом месте была бы манга и аниме, на третьем – фильмы. Первый фильм по Еве «Ты не один» выглядит шикарно по анимации, и сюжет даже более динамичен. Но местами из-за этой динамики фильм потерял немного атмосферы и тех самых немых сцен. На данный момент вышло только 3 фильма, и скоро выйдет 4-й. Поэтому, возможно, вскоре на канале появится разбор фильмов по Еве. Что касаемо аниме 95-го года, тут просто нельзя не отметить работу, проделанную Хидеаки Анно, главным режиссером Евы. Его режиссура в Евангелионе отразила его собственный внутренний мир. Синдзи, главный герой, и Анна сами по себе похожи. Оба ведут замкнутый круг жизни, почти не разговаривая с другими людьми. На момент создания Хидеаки сам находился в депрессии и искал ответы на сложные вопросы. Анна даже считал, что Отаку – это форма аутизма. Возможно, благодаря такому образу жизни Анна отлично знал, что испытывают люди в подобном состоянии и что их в первую очередь беспокоит. Это и послужило такой качественной подачей в Еве. Говоря о режиссуре, сложно пройти мимо немых сцен. В них
словно останавливается время, как и видео. Мы видим статичную картинку с некоторыми персонажами, которые молча в ней находятся. Такие моменты хочется пропустить, ведь смотреть на статичную картинку не так интересно. Это порождает чувство неудобства. Вы как будто попадаете в неловкую ситуацию и ждете, пока она закончится. Но она лишь продолжает, испытывая ваше терпение. Однако подобные сцены не всегда передают лишь что-то неприятное. Они также могут передавать значимость или теплоту момента. Для примера я взял вот этот фрагмент. В нем мы можем видеть результат сомнений Синдзи. То, насколько тяжело было принять ему хоть какое-то решение. Что все и так решили за него. В последний момент он все-таки сделал выбор. Этот самый момент был передан очень просто, но не менее эффектно. Как же аккуратно Синдзи появляется из-за Мисато, с последующим молчанием, когда они оба видят друг друга, не удастся передать словами. Когда я впервые увидел эту сцену, в голове у меня произошел резонанс. Само по себе это было неожиданно и резко подано, но последующее молчание и стрекот цикад создали такую приятную атмосферу, что все остальное уже было неважно. Этого было достаточно. Я дома. Добро пожаловать. Но есть сцены, обратные статичным. В них куча картинок с разными цветами меняются со скоростью слишком большой, чтобы мы могли рассмотреть в них детали. Такое чувство, что вы видите флешбэк всей своей жизни за минуты. Конечно, это мало, чтобы передать весь смысл, но достаточно, чтобы уловить образ или цвет и многое другое. Подобные методы подачи Анна использует в разных вариациях времени и скорости. Так он передает внутренние чувства персонажей через видеоряд. Согласитесь, что передать нечто через слова было бы много сложнее и заняло больше времени. Вот так хитрые режиссеры вместо пояснений просто дали нам куда более приятное и понятное чувственное решение. Битвы сделаны качественно. Все ангелы имеют разные способности, причем оригинальные. Новый враг в Еве – это целое испытание и неизвестность. Все битвы интересны и интрига в них высока. Мало того, что тут научная фантастика, смешанная с реализмом, что позволяет зрителю думать над проблемой вместе с персонажами, так еще и сами ангелы кажутся сверхсильными даже для нескольких Ев. Все ресурсы используются максимально эффективно, делая сражение стратегичным. Это создает такую атмосферу, словно мы сами там находимся. Впрочем, некоторые битвы заканчиваются неожиданно, с поддержкой каких-то внешних сил, от чего может возникнуть большее недопонимание. Однако в Евангелионе есть и другие интересные моменты. К примеру, эта сцена. Неплохо, а я и не знала, что ты играешь. Я начал играть, потому что мне предложил учитель. Я мог бросить, когда захочу, Тогда почему же до сих пор играешь? потому что никто не сказал мне перестать. Я так и думала. Оригинальность показа характера Синдзи в ней просто максимальна. На вопрос, почему ты продолжаешь, обычно отвечают совершенно иначе, пытаясь объяснить свои мотивы и интересы. Однако Икари – необычный персонаж. В этой сцене показывают значимость действий одних людей для других. Ведь если бы учитель не посоветовал Синдзи попробовать, он мог бы утратить возможность к интересному занятию, от которого выглядит даже счастливым, судя по уровню его игры и словам. А этот фрагмент одного актера. Это так забавно. Капитан! Айда, уходи. Но я не могу бросить вас. Ты кретин. Рассмотрим момент в поезде. Тут Синдзи оказывается каждый раз, когда встречается с задачей, которую не может решить. В ней нет правильных ответов. Он должен чем-нибудь пожертвовать, чтобы решить сложившуюся ситуацию, иначе он так и не выйдет отсюда. Обычно ему приходится поступиться своими моральными принципами и делать вид, что ничего не произошло, что так и нужно. Перед подобными ситуациями он выглядит немного лицемерно, делая вид, что ему не все равно. Но у мира к нему свои требования, с которыми он должен жить. Каждое последующее решение ему принимать все сложнее, а диалоги с самим собой ему не помогают. Он представляет разговор с другими персонажами, пытаясь оправдать свои действия не перед собой, а перед ними, прямо как настоящий человек. Так, автор дает нам понять,
что в жизни человека самым важным событием являются другие люди, оправдываясь не только перед собой. Синди узнает, как его действия выглядят со стороны или с другой точки зрения, что о его поступках думают другие. Это помогает ему знать, кто он и зачем он, больше, чем его собственные желания. Синди не герой, и тем более не тот, кому не нужна помощь окружающих его людей. Он кричит в надежде, что его поймут, но он сам не может полностью понять других. Анна отлично знает, как сложно замкнутым людям источать уверенность в себе. Весь характер Икари был передан через одну сцену, и главное свойство оказалось неуверенность в своих действиях. Его можно понять, ведь он может погибнуть, но ему также хочется помочь другим, ведь никто больше не может пилотировать Еву, кроме него. И после того, как он видит раненую Рэй, его собственная жизнь обесценивается в тот же миг. Теперь он просто должен, но не хочет. Смотря или читая что-либо, мы подсознательно представляем себя на месте главного героя. И зачастую это сильные или харизматичные персонажи, на которых стоит равняться. Но протагонист – это далеко не всегда идеальный пример. Особенно в Еве мы можем это почувствовать. Ведь Синди просто хочет быть нужным и поступать правильно, не жалея о последствиях. Но он слишком юн и неопытен. Поэтому сначала ему приходится учиться на собственных ошибках. Столкнуться с трудностями и решать те самые вопросы. Конечно, это непросто, но такова цена взросления. В этом и заключается жизнь. Люди живут только способностью забывать прошлое. Но существуют вещи, о которых нужно помнить всегда. Юй научила меня этому. Хочется ответить на последний вопрос. А про что был Евангелион? Лично для меня Ева – это аниме про трудности понимания самого себя. А уже во вторую очередь аниме про мех, которые сражаются против ангелов. Сам сюжет сложный, понять его самостоятельно может просто не получиться. На ютубе есть много разборов сюжета и теорий по Еве. Я даже не могу запомнить все сюжетные действия и постоянно их забываю. Такой смысл нашел я, но каждый найдет свой. Ставь лайк, подписывайся, тыкай бубенцы, а то я тут стараюсь контент делать. Пишите в комменты, про что по-вашему был Евангелион. おめでとうおめでとうおめでとうおめでとうありがとう残酷な天使のように